Господа, дамы, всех приветствую. В этом ролике я расскажу вам историю про своих собратьев. Точнее, братьев по несчастью. Я граф Димула и рад приветствовать тебя на биографическом ролике по Enhypen. Не спеши перематывать, здесь много всего интересного будет. Биография группы, будем знакомиться со всеми участниками. Расскажу вам про дебют этой группы. Расскажу, почему я стал вампиром и сплю в гробу. А может быть и нет, а может быть и да. Блин, я как Шалгарат из Обливиана. Ну ладно, пора. Мои дорогие господа! Бывает иногда. Нахлёстывает. В общем, я и так уже вдоволь наговорился с вами. Я устал. Я хочу утолить свою жажду. Для этого мне потребуется... Ой, мой знаменитый коктейль. Коктейль называется под названием «Больница». Я его так назвал. Hospital. Long Hospital. Давайте немножечко взмешаем. Не нравится, когда он прям такой вот. Только из человека. Но делаем из него настоящий коктейль. Сделаем из себя настоящий коктейль. Вот. Так. Я думаю, хватит. Пахнет железом. Питательно. О, четвертое, отрицательное. Ребята, давайте вкратце разберемся, что такое Island. Island — это южнокорейское реалити-шоу на выживание, созданное совместно с CJNM и Big Hit Entertainment, ныне Hype, которое транслировалось на канале Mnet с июня по сентябрь 2020 года. Шоу было направлено на формирование новой кей-поп группы, которая в итоге стала известна как Enhypen. Формат шоу 23 участника, разделенные на две группы Island и Ground. Участники проходили различные испытания, включая вокальные, танцевальные выступления, а также командные задания. Целью Island было выявить талантливых и харизматичных исполнителей, способные стать частью глобальной кей-поп группы. Участники проходили через серию испытаний, и только 7 из них были выбраны для дебюта в Enhypen. В шоу принимали участие такие известные фигуры, как Рейн и Зика, а также представители Big Hit, включая Баншихёка. В финале шоу, который состоялся в сентябре 2020 года, были объявлены 7 участников, вошедших в состав той самой группы с вампирским концептом, который мне так нравится — Enhypen. По итогу голосования зрителей в группу вошли Чон Вон, лидер группы, Хи Сын, Джей, Джейк, Санхун и Ники. А 7-й участник группы Сану был выбран продюсерами шоу — Зика, Рейном и самим Баншихёком. Кстати, отмечу, что на этом шоу очень часто были гостями BTS. Вот мы видели Чонгука на экране только что, но это не удивительно, потому что лейбл-то один и тот же. Но вообще, ребят, чтобы вас не запутать, Enhypen с Believed Lab, но это дочерняя компания Hype Entertainment. Вообще на Hype очень много дочерних компаний, такие как Source Music, Believed Lab, Ladies Entertainment, Adore, Cos Entertainment и так далее. Вообще, формирование групп через шоу на выживание — это довольно популярный формат в Южной Корее. Но в таком огромном лейбле, как Hype, было всего лишь сформировано 3 группы в таком ключе. Это Enhypen, N-Team и Elite. И, кстати, ребят, по секретику, но Enhypen были первыми. Вот это поворот! На самом деле это довольно жесткий формат, поэтому и слава богу. В таком варианте формирования групп участники проходят через боль, пот и слезы и все прочее. Это вечные переживания, кто вылетит сейчас, кто потом, кто дойдет до финала и так далее. Даже если ты дойдешь до финала, то твои друзья могут и не дойти, а ты с ними подружился и хочешь создать вместе с ними группу. Баншихёк довольно-таки придирчивый. Короче, стресс. И у меня. Твою мать, у нас тоже стресс. У всех стресс. Ну и нафиг нам такие форматы. Давайте лучше посмотрим, как выбрали Enhypen, как они сформировались. Вот это позитивная нота. 엔하이픈으로 활동할
7명을 소개합니다. 양정원, 제이, 제이크, 니키, 이희승, 박성훈, 김선우, 이 7명이 2020년 글로벌 아이돌 데뷔의 꿈을 이룬 엔하이픈 최후의 7인입니다. Не, ну это просто эпично! Ну чё, ребят, насладились таким забористым эпиком? Ну а теперь давайте поговорим о фандоме группы ENHYPEN. Так как раз таки он был придуман еще до дебюта группы. Поэтому у нас все по хронологии. Фандом был назван Engine. Название Engine было официально объявлено 8 октября 2020 года, примерно за 1,5 месяца до дебюта группы. Оно было выбрано из предложений самих фанатов. Big Hit объявили конкурс и выбрали вариант, получивший наибольший отклик. Что означает Engine? Engine — двигатель. Фанаты — это движущая сила ENHYPEN. Как двигатель запускает машину, так Engine дает энергию группе, помогает им двигаться вперед и развиваться. Это метафора поддержки, мотивации и постоянного движения. Ген. Вторая часть слова символизирует генетическую связь. Engine и ENHYPEN разделяют ДНК. Они не просто фанаты, а часть одной сущности, одного пути. Это подчеркивает глубокую эмоциональную связь между группой и их поклонниками. Короче говоря, фанаты — это мотор и часть семьи, основа ДНК группы. Блин, это взрывает мозг, настолько круто и эпично придумано. Вау. Вообще, на самом деле, интересный факт. Помимо того, что фандом очень красиво называется, так название ENHYPEN происходит от знака HYPEN и символизирует соединение людей, идей и миров. Вообще, шоу Island сыграло ключевую роль в формировании ENHYPEN, предоставив платформу для демонстрации их талантов и создания прочной фан-базы еще до официального их дебюта. Эта часть истории подчеркивает упорство, страсть и стремление участников к достижению своей мечты. Шоу Island стало непростым проектом, оно стало ареной, на которой каждый из будущих участников ENHYPEN прошел через давление, сомнения и борьбу. Это шоу дало им возможность раскрыть себя как артистов, как личности и как будущую семью под именем ENHYPEN. А мы двигаемся к следующей части. Прежде чем мы начнем ближе знакомиться с каждым из 7 участников группы ENHYPEN, хочу сказать важную вещь. Все эти ребята по-настоящему уникальные личности. У каждого своя история, свой путь, свои страхи и мечты. Они пришли в этот мир кей-поп с разным бэкграундом. Кто-то родился в Японии, кто-то в Австралии, кто-то рос на фигурном катке, а кто-то мечтал о сцене с детства. Но именно эта разность и стала их силой. Как части одного пазла они идеально дополняют друг друга. Кто-то поражает голосом, кто-то танцем, кто-то харизмой, и вместе они создают не простую группу, а целую вселенную под названием ENHYPEN. На тему вселенной мы еще поговорим, потому что она у них действительно интересная. Но потом. Давайте познакомимся поближе с каждым из участников и попробуем их запомнить. Их всего лишь 7 участников. На самом деле, Хайп очень любит семерки, вы не замечали? Такое ощущение, что это формула успеха для Хайба какая-то. Ну да ладно. Я хочу быть артистом, который соединяет сердца людей через музыку и танец. Чон Вон. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky and tell them shut up press.
Полное имя Ян Чон Вон, дата рождения 9 февраля 2004 года, национальность Южная Корея, позиция лидер, вокалист, танцор. До участия в I-LAND он был трейни в Big Hit Entertainment почти 2 года, был участником Академии танцев SMMA Академии, выиграл первое место по голосованию фанатов в финале шоу, известен своей дисциплиной и сдержанным характером, что сделало его идеальным лидером, несмотря на его юный возраст. Хобби у него довольно простые: играть в футбол и читать мангу. Самый молодой лидер среди групп 4-го поколения. Регулярно попадает в чарты «Лучшие айдолы в танце» на корейских порталах. Ранее он тренировался в агентстве SM Entertainment, но перешел в Big Hit. У него был бэкграунд и в тэквондо. Он занимался этим видом боевых искусств около 7 лет, что приучило его к дисциплине. Его сильные стороны в танцах — чистая техника и контроль тела. Он считался одним из лучших танцоров на шоу I-LAND. Музыка для меня — это способ быть собой. На сцене я становлюсь сильнее. Ли Хи Сын. Feel like sun on my skin. Полное имя Ли Хи Сын, дата рождения 15 октября 2001 года, национальность Южная Корея, позиция главный вокалист и танцор. Был трейни в Big Hit Entertainment около 3,5 лет, дольше всех из ENHYPEN. Первоначально планировался как участник группы TXT, но в итоге присоединился к проекту I-LAND. Хи Сын универсал, поет, танцует, пишет текста и даже может репетировать вокальные партии всех участников. У него идеальное произношение английского, несмотря на то, что он не учился за границей. Он сам научился играть на гитаре. Часто помогает другим участникам с аранжировками и вокальными партиями. На шоу I-LAND его называли Ace из многогранности. Его называют голосом ENHYPEN, а также мозгом группы из-за музыкальной начитанности. Отлично танцует, часто стоит в центре хореографий. Увлекается играми, особенно Valorant и Лига Легенд. Ну это просто капец, это мой билд, все автоматически становится. Это ж как Лига Легенд, я 5 лет не играю уже. Нет, 8. Я хочу оставить след в истории не только как айдол, но и как личность. Джей. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. There's nothing but some feelings that his old dog kicked up. Полное имя Джей Пак, дата рождения 20 апреля 2002 года, национальность США и Южная Корея, позиция рэпер, вокалист и танцор. Джей провел часть детства в Америке, позже переехал в Южную Корею. Его отец высокопоставленный бизнесмен, работающий в крупной международной компании, что позволило Джей с детства путешествовать и быть в разных культурах. Занимался балетом, карате, гольфом и плаванием в детстве, очень разносторонний человек. Джей участвует в написании текстов рэпа и создании концептов. Его отличает энергетичный стиль исполнения, хрипловатый голос и уверенная подача. Он любит выступать в более мрачных, агрессивных концептах, но также может быть и милым. Да мурашек! Тембр голоса у него действительно классный. Также он увлекается историей, особенно европейской и корейской, любит аниме и мангу, в частности One Piece и Атака Титанов. Еще один бес! Хватит! Когда я на сцене, я забываю обо всем, только музыка и люди вокруг меня имеют значение. Джейк. I see my mama in a little bed over here. And even when I see her, I know she knows that it isn't me. Полное имя Шим Джи Юн. Дата рождения 15 ноября 2002 года. Национальность кореец по происхождению, но вырос в Австралии. Роль в группе — рэпер, вокалист и танцор. В детстве носил имя Дэниел, но позже стал использовать сценическое имя Джейк. Занимался игрой на скрипке, участвовал в школьном оркестре. Также активно занимался футболом. Был, кстати, капитаном школьной команды. Джейк быстро стал любимцем зрителей благодаря своей улыбке, харизме и упорству. Несмотря на скромный опыт, он, кстати, был трейни всего лишь 9 месяцев, он вошел в финальную семерку, заняв 3-е место в голосовании. Его искренность и настойчивость запомнились как важные черты характера на шоу. Джейк известен своим теплым голосом с воздушной окраской. Почувствовали воздух? Ну воздушно же.
Фигурное катание научило меня терпению, а музыка как делиться чувствами. Санхун. Полное имя Пак Санхун. Дата рождения 8 декабря 2002 года. Роль в группе вокалист, танцор и визуал. До карьеры айдола Санхун был профессиональным фигуристом. Начал кататься в возрасте 8 лет, тренировался 10 лет, прежде чем перейти в музыку. Его называют Ice Prince благодаря благородной внешности и ледяной грации. Был трейни примерно 2 года и 1 месяц. Решение оставить фигурное катание далось ему непросто, но он почувствовал, что его страсть к сцене стала сильнее. Его сильная сторона — визуальная подача и сценическая харизма, отлично исполняет точные танцевальные партии благодаря опыту в спорте. Я хочу быть тем, кто дарит тепло, даже когда вокруг холодно. Суно. It's beautiful life. Полное имя Ким Суно. Дата рождения 24 июня 2003 года. Роль в группе вокалист, визуал, модмейкер, создает атмосферу. Национальность — кореец. До поступления в Big Hit был обычным школьником, но уже тогда участвовал в конкурсах талантов и шоу. Пробовался в Island через открытое прослушивание и поразил судей харизмой. Был трейни всего 10 месяцев. Суно был выбран продюсерами в финале как 7-й участник, благодаря уникальной сценической энергии, харизме и ауре айдола. Его фирменные черты — яркое выражение эмоций, интенсивный взгляд и обаятельная улыбка. Участвовал в нескольких ключевых выступлениях, где его вокал и экспрессия выделялись особенно сильно. Обладает мелодичным, сильным голосом с уникальным тембром, особенно хорошо звучит в высоких нотах. Он из тех людей, кто умеет продавать эмоции через мимику и взгляд. Суно — эмоциональный двигатель группы, всегда вдохновляет других быть смелее и ярче. Энджайн, мы любим вас, это Суно нас вдохновил. Блять, Суно! Танец — это мой язык. Я хочу говорить с миром через движение. Ники. The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. Yeah, trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. Полное имя Нишимура Рики. Но это не точно. Дата рождения 9 декабря 2005 года. Роль в группе — главный танцор, вокалист и макне, самый младшенький. А родной город Акаяма, родом из Японии. Начал заниматься танцами в 3 года. Выступал на сцене с детства. Был частью танцевального проекта Shiny Kids, где танцевал как мини-Тэмин. Изучал хип-хоп, брейк-данс, поппинг, изоляцию, что бы это ни было. Танцевал буквально все. Был трейни около 8 месяцев, самый короткий срок среди участников Enhypen. Ники сразу запомнился как танцевальный монстр. Несмотря на возраст, показывал взрослый стиль, контроль тела и энергию. Заполнял чакру Банши Хёка. Его фирменный стиль — острая хореография, чистые линии и мощные движения. Несмотря на языковой барьер, сумел наладить отношения с участниками и зрителями. Часто дразнит старших участников, но при этом заботится о них и уважает. Также улучшил вокальные навыки, его мягкий и низкий голос стал более уверенным. Вроде все, ну а теперь повторим. Чонвон, Хисин, Джей, Джейк, Сонхун, Сону, Ники. А, этот японец, с японского не переводится, подождите. О! Ох, ребята, вы застали меня врасплох. Я как раз тут за трапезой. Да, другого ножа нет, извините. Придется работать с тем, что есть. В общем, вы уже много всего посмотрели. Ну как вам выпуск, ребят? Хороший? Но если вам нравится, то поставьте лайкосик под этим видео, и не забудьте подписаться и уведомления тыкнуть. Потому что есть еще вероятность, что я сделаю какой-нибудь про этих вот всех вшивых, волосатых, вот этих вот волосатых, да, которых я ненавижу. Я же вампир. Я вот оборотней не особо люблю, но я могу сделать такой ролик. Есть такая группа, N-Team называется, тоже на хайпе. В общем, если лайки наберутся, то обязательно сделаем. Что-то застряло.
какая-то селезенка. В общем, что еще могу сказать вам? Мы уже с вами прошлись по дебюту, мы с вами прошлись уже по названиям участников. Или еще дебюта не было? Подождите. Вот сейчас как раз таки, ребят, будет дебют. Расскажу вам, как ENHYPEN дебютировали мои собратики. Братики-собратики. Чё мясо не режется? Какого хрена? Что за фигня? Что такое-то? Оно же сырое. В принципе, я только такое и ем. Странная фигня. В общем, если вы знаете, как приготовить настоящий стейк сырокопченый, сыромятый и сырой абсолютно, без всяких там вот этих вот там обжарить на костре, угле, нет, это мне не нравится, то напишите в комментариях. А пока граф Димула кушает, вы смотрите, что там делали ENHYPEN в дальнейшем. Ваше здоровье, ребят. Это вторая уже, блин. Еще положительная, блядь. Дата дебюта 30 ноября 2020 года. Они дебютировали с альбомом Border Day One. Титульный трек был Given Taken. Эта песня символизировала размышления участников, был ли их дебют дан или завоеван. Она сочетала в себя мрачную атмосферу, сильную визуальную составляющую и драматичную подачу. Border Day One стал одним из самых успешных дебютов 2020 года. Более 280 тысяч копий было продано за короткий срок. Уже с альбомом Border Day One ENHYPEN заняли топовые позиции на iTunes по всему миру, включая США, Японию, Индонезию и Филиппины. Для дебютной группы это был очень редкий результат. По словам продюсеров, трек Given Taken рассматривался как эксперимент, потому что он не типичный дебютный. Он мрачный, сложный и с концептуальной лирикой. Но ребята настояли. Они сказали, это отражает то, что мы чувствуем. Группа быстро получила руки Awards на таких премиях, как Golden Disc Award, Mama, Soul Music Award и другие. Уже после дебюта у них сформировалась огромная фан-база Engine, фандом группы. ENHYPEN быстро набирали миллионы подписчиков на Ютубе, Твиттере, Инстаграме и Виверсе. Они попали в чарты Billboard и активно развивались за пределами Кореи. Это было видео, где ENHYPEN получает свою первую официальную награду Rookie of the Year. Видно, что они немного скованы и нервничают, но это не удивительно, потому что на момент дебюта некоторым участникам было 14 лет. Офигеть. А вот и подкатил второй камбэк и развитие концепции. Альбом Border Carnival. Дата релиза 26 апреля 2021 года. Титульный трек был Drunk Does It? Короче, непростое, довольно сложное концептуальное название. Выкрутился. Эта эра закрепила за ENHYPEN репутацию концептуальной группы, которая умеет сочетать мощные визуалы, мрачную мифологию и агрессивную энергетику. Drunk Does It — это гимн о том, каково это — внезапно оказаться в центре внимания. В клипе атмосфера карнавала, но с мистическим, почти вампирским подтекстом. Все развивалось вокруг темы изменения мира после дебюта и ощущения головокружительной популярности. Border Carnival разошелся как горячие пирожки, тиражом более 520 тысяч копий. Группа впервые заняла первое место в музыкальных шоу, таких как Music Bank. Вышли в чарты Billboard 200, что было редким достижением для группы, менее чем через год после дебюта. Короче, малыши взрослеют довольно быстро. Dimension Dilemma — третий камбэк, который состоялся 12 октября 2021 года. Это первый полноформатный студийный альбом ENHYPEN, в который входило 8 треков, включая заглавный. Заглавный трек Tamed Dashed, отражающий их внутреннюю борьбу между послушанием Tamed и желанием идти своим путем Dashed. Тем временем преордер альбома бьет все рекорды. За 6 дней до релиза было заказано более 600 тысяч копий, а к 7 октября почти миллион. Ладно, 910
тысяч, но это почти миллион, если округлять. Dimension Dilemma — это кульминация концептуальной линии Enhypen, резкий переход к взрослому звучанию, значительный коммерческий успех и образы, вдохновленные эпическими мифами. Этот камбэк подчеркнул их уверенность, оригинальность и растущее лидерство среди четвертого поколения кей-поп. Воу-воу-воу, погнали дальше. Следующий камбэк не заставил себя долго ждать. Дата релиза 4 июля 2022 года. Это был мини-альбом из 6 треков. Титульный трек стал Future Perfect. Альбом включает разнообразие жанров, от хип-хоп и дрилл до альтернативы и поп-рока. А ребята пошли в разнос. Вот, допустим, трек Walk the Line — мощное вступление, где участники рассказывают о взрослении на 3 языках — корейском, японском и английском. Future Perfect — энергичный хип-хоп в стиле Chicago Drill, акцент на сильный ритм и динамику сцены. Вот, допустим, Farada's Reinvasion, помимо сложного названия, это еще и олдскул хип-хоп. Остальные треки демонстрируют альтернативное звучание: поп-рок, электронный поп и энергичный эмо-кор. Манифеста Day One — эра, где Enhypen заявляют о себе как о лидерах, а не просто новых айдолах. Музыкальный переход к хип-хопу, дрилл-ритмам, жанровому разнообразию, визуально новые концепты, взрослые образы и выразительные выступления. Коммерчески это был самый успешный на тот момент релиз, с отличными позициями в чартах и продажах. Это и был переломный момент, где они становятся лидерами четвертого поколения и становятся в один ряд с такими группами, как Stray Kids, 80s, TXT. This is a story about pride and oblivion, love and sacrifice, and faith. If you wish to escape from this twist of fate, remember these 2 words: bite me. Вселенная Enhypen известна как Enhypen Universe или как Eno Clock Universe, включает в себя глубокий лор, сюжет, который развивается через музыкальные клипы, концепт-фильмы, фото, текста песен и выступления. Эта вселенная вдохновлена темами вампиризма, вечной жизни, времени, снов и идентичности. Она называется так же, как Enhypen Storyline, и входит в более широкую структуру под названием Hype Original Story, наряду с лором BTS и TXT. У Хайба все взаимосвязано, в этом-то и прелесть. Сейчас попытаюсь немножечко объяснить, потому что всю суть я не успею уложить в этот хронометраж. Вампиризм и вечная жизнь. Уже с дебюта в клипе Give and Taken участники представлены как существа, которые перешли черту между жизнью и смертью. Они стали вампирами, метафорически или буквально, после того, как переродились в результате шоу Island. Эти вампиры не просто монстры, а символ трансформации, борьбы с собой и стремления к самопознанию. А вот что означает Border и выбор пути. В альбоме Border Day One символически показан момент, когда участники оказываются на границе между 2 мирами — детством и взрослой жизнью, реальностью и фантазией, смертностью и бессмертием. Главный конфликт — быть избранным или сделать выбор самому — given or taken. А вот, допустим, Dimension — параллельные реальности и внутренние конфликты. Альбомы Dimension Dilemma и Dimension Answer раскрывают мир, где участники сталкиваются с искушением, завистью, соблазнами, поиском истины. Они живут в роскоши, но чувствуют себя пустыми и потерянными. Это критика общества и внутреннее стремление найти настоящий ответ. Короче, ребят, это все сложно, вот что вам нужно знать. Вселенная Enhypen тесно связана с архетипами: герой, изгой, искушенный, спасенный, и напоминает структуру мифов или видеоигровых историй. Она также содержит элементы путешествий во времени, снов и параллельных реальностей, особенно визуальных нарративов последних камбэков. Многие фанаты строят теории, разбирают лор по кусочкам, меняют клипы, текста и вебтуны. Но оно вам надо, ребят, просто знайте, что история Enhypen и вселенная самой группы, она просто бомбическая. А если хотите пофилософствовать, то давайте, ребят, 10 тысяч лайков, и я сделаю полный видос по вселенной Enhypen со всеми разборами, философией и концептами.
но как бонусом я вам расскажу примеры развития сюжета в клипах. Given Taken – пробуждение и осознание своей новой сущности. Dunk Dazet – опьянение славой и внутренний хаос. Tamed Dashed – борьба между инстинктами и моралью. Blessed Cursed означает, что благословение может быть проклятием. Ну и, наконец, Bite Me и Свет Веном – возвращение к вампирской теме, где показаны отношения жертва-хищник и связь между людьми через кровь. Ребят, пора заканчивать. Пора заканчивать этот видосик. Мы уже с вами раскрыли практически всю группу. От начала до конца познакомились с каждым из участников. Встретили их на дебюте. Я вам рассказал, что такое вселенная группы. А это дорогого стоит. Чтобы я кому-то рассказывал. Да. Кстати, ребят, вы не знаете, какую землю лучше выбирать? Я вот выбрал вот эту. Ну, для погребления, потому что скоро уже сезон спячки, да? Но как-то не знаю. Как-то мне не нравится, что здесь нарисованы помидоры какие-то. Прям что, помидор, что ли? В общем, ладно, ребят. Напишите в комментариях, какая земля лучше всего подойдет графу Димуле. Потому что я предпочитаю только настоящую, качественную земельку. Вот. Ну, давайте двигаться дальше. Заканчиваем этот видос и посмотрим, что Enhypen делает в наше время. Какие камбэки у них сейчас. Моя первая реакция на эту группу, которая была на стриме. Я бы сказал даже на реакцию. Я покажу вам реакцию на альбом. Потому что альбомы у них просто бомбические. Ну, конечно, это же братики мои. В общем, ребят, приятного просмотра. Хватит. Наговорился уже. Устал. Спать уже надо идти. Земля вот. Да. Первый мировой тур Манифеста. Тур стартовал в сентябре 2022 года в Южной Корее. В тур входили такие города, как Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк, Осака, Токио, а также запланированные остановки были в Маниле, Бангкоке и Джакарте. Билеты на большинство американских концертов были распроданы за считанные минуты. В некоторых городах были добавлены дополнительные даты из-за огромного спроса. Во время туров участники активно взаимодействовали с фанатами, устраивали живые беседы, танцевали под музыку фанатов, иногда спонтанно пели песни других групп. Выступления были настолько эмоциональными, что в Нью-Йорке фанаты подняли плакаты с надписью «You are already legends». Еле выговорил, честное слово, ребят. Масштаб был более 20 арен, в среднем по 10-15 тысяч зрителей на концерт. Это большие цифры. А посмотрите, как они орали. Enhypen — это не просто группа, это связь, которую не разорвать. 12 мая 2023 года был выпущен DVD с двумя концертами из Сеула и бонуски, закулисные кадры, репетиции, VCR и комментарии членов группы. В общем, всякие вкусности. Дальше последовал второй мировой тур, Fate World Tour. Запуск был 29 июня 2023 года на стадионе KS Paul Dome в Сеуле. Обошли такие страны, как Японию, США и другие. Всего было 42 шоу. Дальше последовали 4 и 5 мини-альбомы, но на них не будем заострять внимание. Также 13 мая 2024 года выпустили саундтрек к вебтуну Dark Moon.
Еще из важного хочется отметить, что Enhypen выступали на Коачелла. Для тех, кто в танке не знает, что такое Коачелла. Коачелла — это название как географического места, а именно долина и город в Калифорнии, так и известного музыкального фестиваля, который проходит в этой долине. Фестиваль Коачелла в LA Music and Arts Festival или просто Коачелла известен своей уникальной атмосферой и модными образами посетителей. Путь Enhypen еще не закончился, он только начинается и развивается. 5 дней назад у них состоялся новый камбэк с титульным треком Bad Desire, который просто невероятно красивый. Если хотите больше погрузиться в эту работу, можете посмотреть реакцию на моем канале. Я веду к тому, что группа молодая и перспективная, история еще только начинается. Конечно, я не рассказал вам еще кучу всего интересного, но поймите меня правильно, это 30-минутный формат видео. Выжимку из всего я попытался вам рассказать. Как бонусом покажу вам еще пару реакций с альбома. Где там записывался фанат Enhypen? Да ну нет! Ребят, спасибо за просмотр. Вы у меня самые хорошие, самые лучшие. Я вас так люблю. Вот вам сердечко. Что я еще хотел сказать вам? Я вообще очень рад, что закончился этот видос. Я вам рассказал очень много. Невозможно, блять. Сколько можно вообще использовать эти накладные зубы? Кто вообще придумал их? В общем, спасибо, что посмотрели этот видосик до конца. Обожаю вас, люблю. Если на этом видосе соберется, ну, там, не знаю, 1000 лайков, давайте 1000 лайков. И сразу же приступаю ко второму видео по N-Team. Итак, дальше. Будем бомбить настоящий годный контент для этого канала. Не только делать реакции, но еще и развиваться дальше. В общем, вот такой вот, ребят, путь проделала, я уже устал, между прочим, проделала группа Enhypen. Понравился ли вам их путь? Напишите в комментариях. Вообще, кого вы стендите, напишите, да, кто у вас любимый участник, кто ваш биос, ультимейт, кто, расскажи, я хочу знать. Вот, мне лично группа, вот если по моему впечатлению, очень нравится. Одна из самых сильнейших групп 4-го поколения. Я буду следить за ними, делать реакции на каждый их камбэк. На канале их найдете. Не забывайте подписаться, и тогда вы найдете их. В общем, это все, конечно, прикольно, но я никакой не вампир. Я вас обманывал. Я настоящий человек из плоти и крови, как и эти ребята. Поэтому за то, что они из плоти и крови и сделали, вообще, можно сказать, невозможное, сделали так столько хитов, просто невероятное количество хитов, им просто можно поаплодировать. Ребят, аплодируем Enhypen и на этом заканчиваем. А что не заканчивается? Давайте классную песню Enhypen и все, и прощаемся. Go